Позволят ли ванильные механики совершить путь до стали, ни разу не появляясь на поверхности. Значительно увеличить шансы на успех может данж с киркой в родной системе пещер. С ней мы получим доступ к соседним пещерам и, возможно, из них наберем то невероятное количество ресурсов, что необходимо хотя бы для Медного века. Легче всего кирку можно выбить из треснувшего сосуда с вероятностью целых 2,7%, а такие сосуды, не так, чтобы часто появляются. 5 месяцев поисков седа, на котором прокнет шанс, ничего не принесли, и я начал реролить последний найденный сид до выпадения кирки. И это заняло еще 15 дней. Пиздец. В принципе, я играл в ваниле, но все-таки был мод, который повлиял на геймплей. Визуальная часть Rushal Equality должна была заменить модель Серафима на Дворфа, но из-за того, что моделька уменьшилась, я научился пролезать в один блок. Тем не менее, я не мог быть не Дворфом в этом прохождении. Итак, оказавшись в пещере под нулевой координатой и поставив там спаунпоинт, я побежал до данжа. Это что, ночь сейчас был? Новенькой киркой я начал копать тоннель на север, ведь в эндгейме мне понадобится гора. Но после того, как освещение от респавна начало спадать раньше, чем я добирался до конца тоннеля, я выбрал западный путь. Кстати, число возрождения от темпоралки я оставил дефолтным. То есть, умерев 20 раз подряд, меня выкинет на поверхность, и челлендж будет провален. А счетчик смертей от такого нихера неэкономного расхода на освещение рос. Тут я вспомнил про енота и пошел по второму кругу исследования пещеры, которая, как оказалось, имела выход на поверхность. Тут же я попал в очень спорное положение. Необходим был атрибут, позволяющий точно определить, на поверхности я или нет. В такие моменты я решил ориентироваться на поверхностную музыку и подземные скрежеты, смену которых регулирует сама игра. Последние у меня бы уши завяли слушать все это время, поэтому я заменил их музыкой из Dwarf Fortress модом, который, как и Rushal Equality, был тоже написан для моего политического сервера. Вау! Вернувшись, я застроил саранчу землей и заставил для меня светиться. Получившийся механизм работал на отлично, пока игра не решила телепортировать ее за блоки нахуй, как только я немного отошел. Поэтому, немного тильтанув и морально готовясь искать новый сид, я просто продолжил убивать дрифтеров. В спину. Это последняя жизнь. Это последний шанс, вероятно. Я не думаю, что получится еще какого-нибудь дрифтера найти. Че это за хуйня? Я же не поверю, что я просто на полу ее нашел. Вот он нам. На годдэм. Оставив на кирке 4 прочности, я попал во вторую систему пещер. Она была, просто огромной. Невероятное количество данжей принесли мне буквально ничего полезного. За 4 ИРЛ дня доджа камшотов, летящих мне в рот, я нашел одну свечку. На том пещера и закончилась, а у меня даже не было ни одной палки. Выйти из этого положения можно было лишь одним способом. Через телепорт. А это не такое и дешевое удовольствие. Для активации транслокаторов нужно было целых 3 темпоралки, которые, я напомню, тратятся просто, чтобы восполнять голод. Предвкушая многочасовой фарм, я попросил мою кодерскую шлюшку Тамаюки сделать мне килл-каунтер, который я, залил в своем телеграм-канале. После обнаружения колокола я аннексировал ближайший данж и получил в свои владения венец забытых дварских технологий — гнилую дверь. На моей прогрессивно-депрессивной ферме Зафаликс 30 убийств и немного времени я получил достаточно темпоралок для активации ближайшего транслокатора. Таким образом, были добыты первые палки и щепотка олова из единственного данжа неподалеку. Получив огонь, я организовал небольшую ферму травы, из которой я собирал сено. Ладно, все. Оставалось еще 2 транслокатора. Проблема заключалась в том, что инструменты, которыми я орудовал на тот момент, уже сломались, и чтобы не бить мобов рукой, я стал бить их палкой, ведь у нее есть хотя бы бонусная дальность. Конечно, это не отменяет того факта, что один моб убивается, минут за 5, но выбора у меня, очевидно, не было. Больше всего раздражало, что саранча залезала ко мне в комнату и своими мертвыми тушками закрывала дрифтеров. Мобы заходили ко мне не постоянно, удача раз за разом меня подводила, и просто представьте мое еблище, когда я ставил темпоралку под себя, потому что успевал умереть от голода 19 раз перед тем, как она выпадала. И так спустя 15, часов у меня кончились палки на ножи. Я вывалился из своей кибитки и пополз к тому транслоку, что около спавна. Он великодушно закинул меня в базальтовый купол, в котором, кроме моего транслокатора
транслокатора и самого купола был только еще один транслокатор, хотя бы перенесший меня наконец-то к богатому данжу. На этом темпоралки и кончились, а факт того, что колокол предательски доспавнился, оставив меня с 10 жизнями, поставил под вопрос вообще какое-либо дальнейшее выживание. Немного поумирав в честном бою, я понял, что такими темпами подохну быстрее, чем от голода, поэтому начал незамедлительно думать о вариантах новой фармилки. К сожалению, у меня не было ни ведра, ни лавы, ни заборов, ни тем более кирки под рукой. Только дверь и место, где я планировал ее поставить. Полевые, как дела? О, привет, бедолага. Здорово. Нихуя себе, блядь, что происходит. Какой килл-каунтер 396, бедный, блядь? Какой килл-каунтер 396, блядь? Сидя и пернуть боясь, чтобы ничего не порвалось, я выбил темпоралку уже по классике жанра в последний момент и поставил ее под себя, оставив задачу выбраться из коробки на будущего я. Соси, будущий я. Какой ты терпила. Постоянно разгребаешь за мной дерьмо. Ой, ебануться. Самородки стали последним и самым тяжело получаемым элементом для достижения медного века. Единственный способ их добычи заключается в выбивании 20 штук из минимум 3 сосудов с рудой с невероятно мизерным шансом. Тут вы можете сказать, а как же промывание? А сильно ли вы удивитесь, узнав, что крафта лотка из конкретно древнего бревна тупо не существует, блядь. Окей, может быть, разрабы не специально оставили мне такую подлянку? Почему бы не связаться с ними и на правах нихуя себе контент-мейкера, который делает не только летсплеи по этой игре, попросить, скажем, в снапшоте отредактировать крафт, когда им будет удобно и так далее. С технической части, я клянусь, это бы заняло буквально 2 секунды. Томаюки на момент возникновения этой идеи общался с Малтиезом, автором вот этого неоптимизированного и багованного дерьма. Малтиез имел прямой контакт с командой Vintage Story, а ныне является ее частью. Было бы неплохо через него хотя бы спросить у разрабов, знают ли они о приколе с бревном, но, к сожалению, чел напрямую проигнорировал вопрос несколько раз, тут же радостно говоря о другом. А ситуация, похоже, патовая. Я заперт в своей системе пещер, и все, что я имею, это один транслокатор, который может тэпнуть меня и просто в пустую пещеру. Что тут вообще можно предпринять? Ничего. Ну, из ванильных механик. Необходимо было искать способы применить какой-нибудь эксплойт. Телепорт, кстати, единственный способ прогрузить новые чанки. Возможно, новые чанки старой версии, на которой есть какие-нибудь баги или дроп с данжей или мобов, которые в дальнейшем вырезали. У меня есть воспоминания о том, как я пару-тройку лет назад, голодая в пещерах, нашел семечко грецкого ореха, и тут же открывшийся факт того, что его можно есть, спас мне жизнь. Пообщавшись с олдами игры, я нашел тех, кто подтвердил факт нахождения ореха под землей, а также и тех, кто явно отрицал любое доказательство его существования. Я посчитал, что отсутствие доказательств не доказательство отсутствия, и начал одну за другой устанавливать версии игры. Проверка версий, предложенных официальным сайтом, ничего не принесла, что очевидно, ведь на нем доступны для загрузки лишь ключевые обновления. Как оказалось, остальные версии не были удалены с файлового хранилища, лишь только ссылки на их скачивание. Поэтому, взяв за основу расположенную на сайте ссылку на загрузку, можно, отредактировав ее, получить ссылку на скачивание скрытой версии. Я вручную посмотрел 102 версии игры, то есть все доступные на данный момент, всего лишь за оба моих выходных, и ничего не нашел. Окей, как вообще генерируется лут в сундуках из данжей? До прогрузки чанка в сундуке находятся не просто ресы, а предметы-генераторы. То есть предметы, превращающие себя в какой-то ресурс, с шансом, который в них зашит только после прогрузки чанка. Во время моей инспекции по версиям я заходил и смотрел дроп с сосудов и как раз-таки свойства предметов-генераторов на наличие упоминания ореха или вообще хоть какого-нибудь изменения относительно современного обновления. Проблема заключается в том, что чисто технически разрабам вообще ничего не запрещает вписать в сундук вместо предмета-генератора конкретный ресурс. Тогда этот ресурс будет спавниться в единственном экземпляре только в конкретном данже, только в конкретном сундуке и даже только в конкретном слоте этого сундука. И вот уже после проведенного исследования я, нашел данж, в котором ресурс вписан как раз таким образом. А это значит, что разрабы, вероятно, уже применяли такую технику, и орех может беспалевно находиться в каком-то конкретном типе данжа. Пришлось проверять каждый сундук в каждом данже на каждой версии, благо хотя бы в этот раз удалось применить так называемую автоматизацию процесса.
Итак, я обнаружил отголоски употребления тяжелых веществ. В Лос-Медиа у нас находится 9 версий, так что если орех и существует, он существует именно там. Но я больше склоняюсь к тому, что я случайно спровоцировал эффект мангуста, и ореха никогда не существовало в принципе. И вот я находился на том же самом месте, что и неделю назад, рядом с транслоком, который так и манил активировать его и посмотреть, прокнет ли шанс на самородки. Из одного сосуда с трудой может выпасть максимум 8 самородков, то есть необходимо найти хотя бы 3 сосуда для того, чтобы получить необходимое количество меди, то есть 20 кусочков. И со слов Дипсика вероятность такого события составляет... мало. Ладно, не буду прибедняться. Из этих самородков планируется сделать молот, который так-то тоже возможно найти. Предмет-генератор создает его с вероятностью хотя бы 8%. А какова вероятность того, что телепортация приведет меня в систему пещер хотя бы с предметом-генератором или минимум 3 сосудами? Тут очевидно, что что хуйня. Что это хуйня? А вы когда-нибудь задумывались, как вообще работает транслокатор? До проведенных экспериментов я подсознательно считал, что существует 2 структуры. Вход транслокатора и выход, который активируется сразу, как игрок активирует вход, а во время того, как транслокатор при активации тупит, игра прогружает чанк с точкой Б и меняет транслокатор на активированный, связывая 2 точки. На деле оказалось, что выхода не просто не существует до активации, но и появление выхода определяется не сидом, не в момент прогрузки чанка, не координатой, а буквально на рандом в момент как раз таки вот этого тупления. То есть если мы активируем транслокатор, побегаем по новой пещере, затем откатим время назад, активируем его еще раз, мы телепортируемся в абсолютно другую точку. Это значит, что количество попыток для нахождения молота практически бесконечно. Ну, у меня ушло примерно 180, а на каждую попытку примерно по 20 минут. Малтис, я же найду тебя, бля. Итак, спустя почти 2 месяца от старта был открыт Медный век. Я прокопался по земле до глины и обжег себе всякого того, ради чего я все это время копил палки и траву. Добытая рудная жила обеспечила меня буквально пожизненным запасом меди, а в системе пещер, что была открыта транслокатором из той системы пещер, в которой был молот, еще нашлось олово, из которого я сделал бронзовую наковальню. Там также находилась куча данжей, из которых я выбил немного риса и... знаете что? Я поел. Хуже этой каши только моя жизнь, наверное. Впервые за все это время я нормально поел. Усилиями новых кирок был начат тоннель на север, который вскрыл еще больше олова, кучу угля, новую систему пещер с еще одним транслокатором и лужицу глубиной всего-то до мантии. Облизывание стен подобной структуры оказалось лучшим способом находить руду. Странно, что я раньше не пользовался. После я зарылся в гору и начал выкапывать себе новую комнату под дом. За пару походов до склада она была превращена в ту еще помойку, кстати. Расположение в горе позволяет находиться выше уровня моря, а значит нивелировать запрет на подземное фермерство. С самого начала прохождения у меня была лишь одна мечта – варить самую дурную бодягу на всем белом свете, для чего мне был необходим огород, но я проконнектилился до зимы и, к сожалению, все еще был вынужден постоянно бегать на фармилку, на что уходила куча времени. Вообще, прецеденты, постоянно происходящие на ферме, мне начинали поднадоедать. У меня появлялось все больше желания и возможностей построить более продвинутую ферму. Последней каплей стало мое убийство сквозь блоки. Я зареспавнился на той же точке, успел подобрать кирку и фалькс, как тут меня телепортировало нахуй в толпу мобов, где я помер еще раз. Кое-как вернув свои вещи и выбравшись, я пошел искать самый оптимальный вариант для фермы. Собрал нужные ресурсы, восстановил голод и... Сейчас в том, что я забыл переставить респаун, и я сейчас, по сути, мир потерял. Да, вижу, тьма. Поколупавшись в грязи, можно выбраться из купола и дойти до первого транслокатора. Но с тем, что освещение от респауна держится, максимум треть пути до дома, сделать, кажется, нельзя ничего. А, нет, хотя бы что-то видно, минимальное. Да, тебе видно? Да, я вижу. Слева запор, справа стенка, чуть-чуть правее иди и прямо. Да, прямо, давай прямо. Я в тоннеле. Ну вот, тоннель, да, прямой же он у тебя четко, да? Ты в тоннеле сейчас, да. Окей. Ебать. Я-то вижу. Ебать, мы зарешали. Пиздец. Круто, когда можешь положиться на друзей. Их ты можешь найти на моем полит-сервере, который доступен для пиратов, между прочим. Сейчас я в воду должен прыгнуть. О, вода, да, ты в воде. Тут главное сейчас не обосраться нахуй. Возникшая надежда разбилась о водный барьер. Во-первых, видимость под водой в принципе в пару раз хуже, чем обычно. Во-вторых, под водой нет воздуха, очевидно, и действия должны быть оперативны. А в-третьих, в водной среде добавляется такое понятие, как верх и низ, то есть нам еще приходилось играть в ебучий Flappy Bird. Сколько и как бы мы ни пытались пробраться сквозь водный этап, у нас не получалось ничего. Можно ли было в этой ситуации использовать что-то, кроме подключения мода на ночное зрение? Помните
мою инспекцию по версиям. Совершенно случайно было обнаружено, что в 1.29 темнота аномально ярче, чем в остальных версиях. Все прохождение было спасено лишь благодаря этому факту. И уже совсем скоро я спокойно АФКшил на ферме собственной разработки. У меня даже свой водопровод вон был для трупов. Опять? На полученные темпоралки я активировал 2 транслокатора ради палок для глиняных ям и инструментов, немного поплавав нашел огнеупорную глину и обработал железо. Остался последний этап. Ну, собственно, сталь. Для которой нужна сталеварная печь, для которой нужны огнеупорные кирпичи, для которых нужен измельченный кварц и боксит, для которых нужен измельчитель, для которого нужна мельница, и знаете что? Крафт мельницы — это апогей издевательства. Для ротора необходимо сразу 2 очень веселых ингредиента. Смола, которая добывается только с сосен, и жир, который возможно добыть только с животных. Альтернативный вариант достижения сталеварной печи — добыча напрямую огнеупорных кирпичей из типа данжа, который я за все эти месяцы попыток находил всего пару раз. И таких данжей мне необходимо было, штук 10 для добивания необходимого количества. Еще месяц копания камня, блять. Мне не нужен! Зачем заниматься этой хуйней, если можно зубилом подкопаться к дереву и собрать с нее смолу? Оказалось, что создание небольшой дырочки в блоке не разгерметизирует пространство. Подземная музыка продолжает играть, а значит игра считает, что я все еще под землей. Жир получилось добыть другим способом. Целый день я просидел в ожидании оленя, которого уже замечал на этой точке. Я слышал, как он кряхтел и пердел на входе в пещеру, но до кормушки дошел какой-то мини-чел, который, кажется, даже не ест траву, и дрифтер, вероятно, выпалший из разлома рядом. Пересмотрев запись, на которой я видел оленя, я понял, в чем заключалась проблема. Как оказалось, необходимо было расширить вход в узенькую пещерку, потому что его рог не влазил в столь узкий проход. В скором времени олень все-таки попался. Правда, за это время наступило лето, но не суть. Я наконец-то построил себе огород и понасадил там всякого. Координата боксита, в отличие от извести, была вскрыта во время рероллов транслокатора, поэтому добыть его не составило проблем. А вот известь после довольно продолжительных размышлений была заменена измельченным мрамором с самого спавна. Кто бы мог подумать, что так можно. На обжиг огнеупорных кирпичей была необходима примерно 100 палок. Добывать их из данжей теперь было глупой затеей. Так же, как и со смолой, зубилом я проколупал щель, из которой лутал траву и палки. Иногда мне падали даже семена деревьев, первые из которых я решил посадить в центре моей базы. Ко времени, когда сталеварная печь закончила работу, выросло не только дерево, но и знатное количество овощей с моего огорода, которые обеспечили мне неистощенное состояние хотя бы под конец, без преувеличения самого сложного челленджа этой игры. Ну, оно того точно не стоило.